Добрый день, с вами Аграфена, мой канал Магия и колдовства. Занимаюсь всеми видами магии. Подробно обо мне можно узнать на моем сайте. Перейти в шапку профиля. Также меня можно найти в Инстаграме, в Телеграм-канале. Я публикую закрытые материалы, ритуалы, откуп от дурной судьбы, от смерти, от болезни, исполнение желаний, договор с дьяволом, другие сильнодействующие ритуалы, когда не помогает уже ничего. Сегодня у меня гадание на Россию, август 2022 года. Август традиционно плохой для России. Помним, что 31 августа утонул адмирал Нахимов как раз перед развалом СССР. Развал СССР, что у нас ознаменовал, тоже произошел фактически в августе 91 года в Крыму. Это заварушка. Там путч, где я тут также была в Крыму в эти даты. Я там была, видела все это. Заваруху, танки, шманки. Ну и падения экономические, обвалы, все эти черные вторники. Также лодка Курск утонула. Все это вот я заметила, что апрель был плохой и август вообще традиционно. Начало неудачное войн, Чечня, Грузия 8.08. Так, смотрим. По России. По России, по руководству смотрим, что будет. Что на этот раз вызреет. Так, полностью Россия. Вот видите, я аж показываю, да, что набегут обязательно расисты, они меня очень любят. Да, не спят ни днем, ни ночью. Значит, дьявол ждет. Что? Будет происходить интриги, тайны. Явно, что опять они проводят какие-то ритуалы там. Также я думаю, что будут подковерные игры, то есть будут продолжать убивать каких-то ФСБшников, каких-то чиновников. Это то, что подковерная борьба, отравление. Это в верхушке дьявол. То есть дьявол, ну, как российский народ, да, предаваться алкоголизму, пьянству, ухудшение соответствия. Такой угар, пьянство, подковерные игры, тайны, интриги. Вот так вот дьявол. Что? Дьявол это. Смотрим дальше. Что будет происходить на войне для российских оккупантов? Что помним, что они зашли к нам оккупантами. Ну, потеснится их территория. Все не развивается тут ничего. Мало то, что развивается, то, что есть, разваливается. Какой-то минимум. Это семерка, я еще тут так думаю, что сколько они у нас? 22%, 10% они заняли в 2014 году и 11-12 в этом. То есть вот 7%. То есть половина территорий, которые сейчас заняты, будут освобождены. Вот 7%. Расходы, недостаток снабжения, сужается их территория очень сильно. Смотрим дальше. Что будет происходить на политической арене, так сказать, международной, да? Смотрим. Тройка жезлов. Ну, тут нет никаких, никто не хочет с ними договариваться, пока ситуация замерла, можно сказать. Ничего, то есть санкции продолжают действовать международные, и причем двойка, она как бы такая карта, что я стою, думаю, да видите, он еще смотрит куда-то третье, что еще что-то назревает, да, то есть между двумя выборами выбирать и не стоит, то есть улучшения точно не происходит, то есть страны думают, как им быть, что им делать, и что еще, каким еще путем пойти, да, и для России, Россия пытается найти выход между этих два зла, да, как им еще вывернуться, да, чтобы какую еще страну найти на свою сторону. Ничего фактически. Попытки не заканчиваются, думать не о чем, выбирать не из чего, остается только стоять и ждать. Смотрим дальше. Для чего?
На политической верхушке сейчас в целом политики будем говорить. Все они. Что у них там вообще будет происходить? Все эти пропагандисты, отшельники. Ну, попрут тайны. Возможно, какой-то человек с их стороны может даже перейти на нашу сторону. То есть объявить какую-то компромат польется. Какие-то тайные сведения. Возможно, что это там разведка, которая очень много даст, то есть выдаст на гора. То есть это скроются какие-то вот гнойники попрут наверх, да, вот этот отшельник. То есть начнет освещаться какое-то дно, какие-то все эти тайны польются на нас, очень много компромата. Возможно также, что это какие-то перебежчики, люди, которые знают много тайн, разведчики еще могут нам что-то интересное рассказать. Смотрите, отшельник и дьявол. Сколько не хавай, сколько не прячь, все попрет. Смотрим. Для главного Путина что будет? Что его в этот август ему? Как он вообще в целом? Безнадежная ситуация ему. То есть тут уже нет никакого выхода ни с какой стороны. Все, что он затеял, не имеет никакого будущего. И он это понимает. Бесполезно что-то планировать. Ну, давайте так. Приграничные районы. Что там будет происходить в плане там обстрелов? Ну, мы люди мирные. Для мирных будет мир. Для каких-то там, для районов пока еще, ну это только август, помним, да, что скорее всего, что мы подойдем все-таки. Никто не будет пересекать их границу пока. Мирных людей трогать никто не будет. Что ждет Россию, Москву именно конкретно? Город как центр, да, Луна. Смотрите, Луна, отшельник, дьявол, звезда вся перевернутая, зато дьявол прямой. Луна, ну что, много будут, наверное, трупов находить. Луна это также вскроются какие-то, будут находить людей, вешаться, что-то с ними будет происходить. Также это возможно, что вплоть до прорыва канализации или каких-то утопленников. Луна связана с депрессиями, Луна связана с гибелью на воде, с водой, это отравлениями. То есть все это попрет наверх. Луна перевернута. Все эти тайны, все эти грязные тайны попрут наверх. Ну, видите. Кроме того, видимо, они там магичат, но сами же себе досаждают. Ну, посмотрим. Техногенные катастрофы какие-то. Что там их ждет. Рыцарь чаш пока нет. Скорее нет. Что ждет? В смысле террора. Они любят там сами себя обстрелять. Нет, они даже сами себя не будут обстреливать. Тут скорее указывают на политический кризис, на разведку, на то, что их взяли уже. Безнадежная ситуация у верхушки. Ну и дьявол это все-таки верхушка, которая спивается, сидит на каких-то уколах, пытается тайно уничтожить своих оппонентов. То есть вот такой вот дворцовый переворот, я бы так сказала. Ну давайте так, что будет в дворце вообще происходить? Потому что по отшельнику явно там действует какой-то казачок в дворце. Ну, пока 50 на 50. Ситуация неустойчивая. Видимо, две группировки. И ни та, ни эта пока не побеждают. Ну давайте так, еще что-то произойдет, какой-то... Они сами себя съедают, видите, звезды, отшельник, это все верхушка вот это. Что еще там может произойти на международное лирение, на какой-то еще облом, не знаю, со стороны других государств, какие-то войны, что-то там еще, что разрыв. Ну тут еще с какой-то страной разрыв произойдет.
с которой отношения долго висели на волоске с какой-то еще. Тут, в общем, вся политика. Политическая завал полный. Безнадежная ситуация. И вот она, звезда. И потеря завоеванных территорий. Семерка пентаклей, все, они резко снижаются. Пока полного освобождения, конечно, ждать рано, но то, что у них там верхушки происходит, там явно есть какой-то диверсант наш. Потому что тут он очень хорошо сработает. Вот так. Так что вот такой вот расклад на август. Ну, наверное, как чего-то такого яркого, техногенного или потопления корабля я тут не вижу. Ну, политический кризис на лицо, разрыв с какими-то странами на лицо. Верхушка друг друга будет душить, продолжать там убивать, отравлять, но и все данные о Путине, где он находится, и даже человек, который имеет к нему доступ, уже появится. Все. То есть разведка уже его вычислила. И есть доступ. Ну, дальше будем смотреть. До свидания. С вами была Графина. Все мои контакты под этим видео.